Сейчас американский автомобильный рынок переживает нечто такое, чего вы, вероятно, никогда не ожидали. Несколько известных брендов, которые вы привыкли видеть на каждом углу, тихо исчезают и движутся к вымиранию. Дело не только в неудачном дизайне или нескольких слабых месяцах продаж. Целые продуктовые линейки убирают с рынка, автосалоны закрываются, а модели, которые раньше казались непобедимыми, пылятся на стоянках дилеров. Возможно, вы думаете, что большая тройка в безопасности, но даже они ощущают давление. И речь не только об американских брендах. Международные компании тоже активно сворачивают свое присутствие на рынке США. Почему? Идеальный шторм изменяющихся вкусов потребителей, давление со стороны электромобилей, государственных регуляций и хаоса в цепочках поставок. Оставайтесь с нами, потому что дальше мы расскажем одну из самых шокирующих историй. Chrysler, легендарный символ Детройта, оказывается на грани исчезновения. В это почти трудно поверить, но Chrysler, когда-то сияющий символ американской автомобильной мощи, держится буквально на волоске. Сейчас Chrysler продает в США всего две модели – минивэн Pacifica и устаревающий седан Chrysler 300. И все. Их модельный ряд практически уничтожен, дилерские центры закрываются, а доля рынка стремительно сокращается. Пока другие автопроизводители спешат перейти на электромобили, Chrysler споткнулся и опоздал на вечеринку электрокаров. Ходят слухи, что Stellantis, материнская компания Chrysler, планирует либо перезапустить бренд, либо тихо свернуть его совсем. И если вы сейчас думаете купить Chrysler, возможно, стоит хорошенько подумать. Стоимость при перепродаже падает, а с долгосрочным обслуживанием могут возникнуть сложности. Но Chrysler не единственный, кто переживает такое падение. Далее мы рассмотрим еще одного американского гиганта на грани – Dodge. Dodge десятилетиями был королем настоящей, бескомпромиссной мощности. Charger, Challenger, Durham 2 – это настоящие звери, которые с ревом мчатся по дорогам, бросая вызов волне электромобилей. Но вот в чем проблема. Эта волна вот-вот их полностью поглотит. На Dodge оказывается огромное давление, цены на бензин растут, экологические нормы ужесточаются, а электромобили становятся все популярнее. Компания уже объявила, что прекратит выпуск Charger и Challenger в их нынешнем виде. Все верно. Классический V8, громкие рычащие моторы, дым от шин и драг-рейсы – все это скоро станет музейными экспонатами. Dodge заявляет, что переосмыслит свои маскары как электромобили, но смогут ли они сохранить тот же дух? А если вы покупатель сегодня, вы вкладываетесь в легенду или в будущий раритет? Мы еще не закончили. Buick – еще один легендарный бренд, который тихо исчезает с дорог Америки. Когда вы в последний раз испытывали волнение из-за Buick? Вот именно. Buick, некогда символ американской роскоши, практически исчез из поля зрения общественности. Большинство американцев даже не догадываются, что Buick все еще существует. Их модельный ряд в США сократился до нескольких кроссоверов, а продажи продолжают падать с каждым кварталом. А вот что действительно удивительно. Сегодня Buick выживает в основном благодаря Китаю, где бренд по-прежнему популярен. В США они стали практически незаметны, дилерская сеть сокращается, а маркетинговое присутствие едва ощущается. Некоторые инсайдеры отрасли шепчутся, что Buick в конечном итоге может полностью уйти с американского рынка, сосредоточившись на работе в Китае. Но если вы думаете, что проблемы касаются только американских брендов, подождите. В следующей главе мы рассмотрим Mitsubishi, японского автопроизводителя, который тихо доживает свои дни в США. Когда-то Mitsubishi прочно удерживала позиции на американском рынке, особенно в 1990-х и начале 2000-х, когда такие модели, как Eclipse и Montero, привлекали всеобщее внимание. Сегодня продажи Mitsubishi в США – лишь бледная тень от прежних успехов. Их модельный ряд скуден, узнаваемость бренда слаба, а конкуренция со стороны корейских гигантов, таких как Hyundai и Kia, практически уничтожила их шансы. Многие эксперты прогнозируют, что Mitsubishi в конечном итоге полностью уйдет с американского рынка, сосредоточившись на регионах, где их позиции сильнее, например, в Юго-Восточной Азии. Если вы сейчас присматриваетесь к Mitsubishi, будьте осторожны. Возможно, вы покупаете автомобиль бренда, который вскоре может исчезнуть с рынка. Но Mitsubishi не единственный мировой игрок, испытывающий трудности в Америке. Далее мы расскажем о драматичном исчезновении Fiat. Возвращение Fiat на американский рынок в 2011 году должно было стать смелым камбэком. Помните этот забавный маленький Fiat 500, мелькавший в рекламе и на телевидении? На короткое время Fiat был модным, стильным и воплощением европейского шика. Но если перемотать время вперед, сегодня ситуация выглядит мрачно. Продажи рухнули до шокирующе низких показателей, дилерские центры закрываются один за другим, а модельный ряд Fiat в США практически исчез.
В 2019 году Fiat убрал любимую модель 500 с американского рынка, а к 2022 году бренд оказался на грани исчезновения. Stellantis, которые также принадлежат Chrysler и Dodge, похоже, позволяет Fiat тихо исчезнуть с американского рынка. И если вы думаете о покупке Fiat, учтите следующее. Запчасти и сервис могут становиться все более дефицитными. Стоимость при перепродаже стремительно падает, а будущее бренда здесь, в лучшем случае, неопределенно. Но Fiat не единственный. Далее мы переходим к неожиданному имени – Mazda, бренду с отличными автомобилями, но неустойчивыми позициями в США. Mazda – довольно необычный случай. Они выпускают надежные, хорошо оцениваемые автомобили, такие как CX-5 и Mazda 3, но им сложно закрепиться на рынке США. Почему? Во-первых, у Mazda нет такой силы бренда, как у Toyota или Honda, которые пользуются доверием потребителей. Во-вторых, их ограниченная линейка моделей и небольшая дилерская сеть снижают узнаваемость. И в-третьих, они медленно переходят на электромобили, что ставит их под угрозу, поскольку американские покупатели все чаще выбирают электрокары и гибриды. Хотя Mazda не находится на грани краха, как Fiat или Mitsubishi, ее долгосрочное выживание на американском рынке далеко не гарантировано. Компания пытается изменить курс, но время может быть не на их стороне. И это не только проблема бренда, это проблема целой категории. Далее мы разберемся с судьбой седанов, типа автомобилей, от которых американцы стремительно отказываются. Седаны, которые когда-то были основой американских дворов, исчезают на глазах. 10 лет назад улицы были полны Ford Fusion, Chevrolet Malibu, Dodge Dart и Chrysler 200. Сегодня большинство этих табличек исчезло. Потребители массово переключились на внедорожники, кроссоверы и пикапы, оставив седаны гнить на стоянках дилеров. Ford и GM практически полностью отказались от седанов в США, и даже иностранные бренды, такие как Honda и Toyota, сокращают свои предложения седанов. Этот спад связан не только с предпочтениями, но и с прибылью. Седаны приносят меньшую прибыль по сравнению с внедорожниками, поэтому их легко убрать из ассортимента, когда наступают трудные времена. Если вы сегодня выбираете седан, знайте, вы покупаете автомобиль в сокращающемся сегменте, где с каждым годом все меньше вариантов. Но под угрозой не только тип кузова, а и то, что находится под капотом. Далее мы рассмотрим исчезающий мир механических коробок передач. Помните, какое удовольствие приносит езда на механике. Если хотите испытать это сегодня, удачи! Механические коробки передач в США почти на грани исчезновения. Менее 5% новых автомобилей, продаваемых сегодня, оснащаются механической коробкой передач, и с каждым годом все больше моделей полностью отказываются от механики. Автопроизводители утверждают, что потребителям они просто не нужны, и в этом они не ошибаются. Автоматические коробки передач стали быстрее, экономичнее и проще в использовании. Но теряется нечто более важное – связь между водителем и машиной, чистое удовольствие от переключения передач. Для автолюбителей исчезновение механики – настоящее горе. И вот в чем суть. С ростом популярности электромобилей механическая коробка передач фактически станет ненужной, ведь электрокарам не требуются многоступенчатые трансмиссии. Это подводит нас к следующей главе – растущей осаде бензиновых двигателей. Бензиновые двигатели, сердце и душа американской автомобильной индустрии на протяжении более века сейчас подвергаются полномасштабной атаке, благодаря ужесточению экологических норм, государственным требованиям и спросу потребителей на более чистые варианты. Автопроизводители вынуждены переходить на гибриды и полностью электрические автомобили. Калифорния уже установила крайний срок для прекращения продаж новых бензиновых автомобилей к 2035 году, и другие штаты следуют ее примеру. Крупные бренды, такие как GM, уже объявили о планах полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания в течение ближайших 10-20 лет. Это значит, что V8, турбированные четверки, компрессорные шестерки, все те двигатели, которые так любят автолюбители, стремительно уходят в прошлое. И хотя некоторые покупатели все еще жаждут бензиновой мощности, направление развития отрасли очевидно. Но что же движет этим переходом? Готовьтесь, потому что дальше мы рассмотрим электромобили, которые стремительно захватывают американские дороги. Это официально. Волна электромобилей не просто надвигается, она уже здесь. Tesla возглавляет этот процесс, но практически каждый крупный автопроизводитель сейчас как можно быстрее выводит на рынок США свои электромобили. У Ford есть Mustang Mach-E, GM выпускает Hummer EV и электрический Silverado, а даже такие люксовые бренды, как Mercedes и BMW, полностью делают ставку на электрификацию. Почему такая спешка?
Частично это связано с давлением со стороны регуляторов. Правительства предлагают крупные налоговые льготы и устанавливают жесткие сроки отказа от бензина. Частично это и чисто рыночные силы. Покупателей все больше привлекает низкая стоимость обслуживания, мгновенный крутящий момент и защищенность от будущего электромобилей. Но вот в чем загвоздка. Не все бренды переживут этот переход. Традиционные автопроизводители, которые не смогут быстро адаптироваться, рискуют стать следующими блокбастерами в мире Netflix. Далее мы разберем неожиданную проблему, как американская одержимость внедорожниками начинает оборачиваться против самой Америки. Многие годы внедорожники и кроссоверы были любимцами американского автомобильного рынка. Покупатели обожают высокий обзор дороги, дополнительное место для багажа и ощущение безопасности. Автопроизводители тоже их любят. Они приносят больше прибыли, чем седаны или хэтчбеки, зачастую на $1000 с каждой машины. Но теперь начинают появляться первые трещины. Из-за высоких цен на бензин большие внедорожники становятся настоящей финансовой головной болью для владельцев. Страховые взносы растут, потому что ремонт этих напичканных технологиями гигантов обходится в целое состояние. А по мере расширения ассортимента электромобилей некоторые покупатели начинают понимать, что тяжелый, прожорливый внедорожник – не самая разумная долгосрочная ставка. Автопроизводители, которые слишком сильно делают ставку на большие пикапы и внедорожники, не сбалансировав свой ассортимент, могут оказаться в ловушке, если вкусы потребителей снова изменятся. Далее мы рассмотрим тревожный сигнал, который замечают немногие покупатели – дилерские площадки, переполненные непроданными автомобилями. Вам может показаться, что автосалоны опустели после дефицита, вызванного пандемией, но присмотритесь внимательнее. Во многих регионах страны определенные модели скапливаются непроданными. Седаны, нишевые кроссоверы и менее популярные комплектации покрываются пылью, заставляя дилеров резко снижать цены и предлагать отчаянные стимулы. Почему? Потому что, хотя некоторые популярные модели все еще в листах ожидания, другие уже не соответствуют тому, что ищут покупатели. Кроме того, автопроизводители перепроизвели определенные автомобили, надеясь, что спрос быстро восстановится, но этого не произошло. И если вы покупатель, возможно, вам удастся найти выгодное предложение, но будьте осторожны, автомобиль, который сегодня не могут продать, завтра может стать труднопродаваемым. Статья перепродажи. В следующей главе мы расскажем, как стоимость некоторых когда-то популярных автомобилей стремительно падает. Не все машины сохраняют свою стоимость. На самом деле, некоторые теряют в цене гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал. Большие седаны, отдельные люксовые модели и небольшие нишевые бренды терпят серьезные убытки на вторичном рынке. Например, Chrysler 300 и Dodge Charger, когда-то короли улиц, теперь стремительно теряют в цене по мере того, как их снимают с производства. Модели Fiat, кроссоверы Mitsubishi и старые внедорожники только на бензине тоже падают в цене как камень. Почему это важно? Потому что если вы купите одну из этих моделей сегодня, вы рискуете потерять $1000 из-за обесценивания всего за пару лет. Вторичный рынок невероятно чувствителен к репутации бренда и перспективам дальнейшей поддержки, и покупатели становятся все осторожнее. А что насчет автомобилей, которые действительно сохраняют свою стоимость, тех, что связаны с американской культурой маскаров? Давайте разберемся дальше. Американские маскары – Charger, Challenger, Mustang, Camry. Они были иконами десятилетиями, но сейчас стоят на краю пропасти. Dodge уже объявил о завершении выпуска своих бензиновых маскаров, пообещав полностью электрическое будущее. Ford экспериментирует с гибридами и Mustang Mach-E, электрическим кроссовером, который вызвал неоднозначную реакцию у поклонников классики. По сообщениям, Chevrolet работает над преемником Camry с электрическим приводом. Главный вопрос, сможет ли электрический маскар сохранить ту же душу, что и ревущая V8 с их потрескивающим выхлопом. Некоторые энтузиасты говорят «нет», опасаясь утраты механических эмоций. Другие осторожно настроены оптимистично, указывая на безумный потенциал производительности электромоторов. В любом случае, мы направляемся на неизведанную территорию, но мускул-индустрия – не единственный сектор, сталкивающийся с трудностями. Далее мы рассмотрим, как даже люксовые бренды ощущают давление. Можно было бы подумать, что люксовые автопроизводители защищены от рыночных проблем, но это не так. Такие бренды, как Infiniti, Acura и даже Jaguar, изо всех сил пытаются оставаться актуальными на рынке США. Модельный ряд Infiniti критикует за устаревший и невыразительный дизайн, что привело к резкому падению продаж. Acura, некогда любимец среди спортивных люксовых марок, не может четко определить свою идентичность на фоне конкурентов вроде BMW и Mercedes. Jaguar же, напротив, стремительно сокращается.
В 2023 году компания объявила о планах полностью перейти на электромобили, но их продажи в Америке уже достигли рекордно низких показателей. Что же пошло не так? Покупатели переходят к брендам, которые предлагают передовые технологии, престиж или высокую остаточную стоимость, и эти люксовые марки среднего уровня оказываются вытесненными. Но не только японские и британские бренды ощущают это давление. Далее обратим внимание на японских гигантов, посмотрим, как они начинают терять позиции. На протяжении десятилетий японские автопроизводители, такие как Toyota, Honda и Nissan, доминировали на американском рынке благодаря непревзойденному сочетанию надежности, доступности и высокой остаточной стоимости. Но начали появляться первые трещины. Nissan сталкивается с проблемами из-за устаревшей линейки моделей и ухудшения имиджа бренда, особенно после скандала с Карлосом Гоном. Honda изо всех сил старается оставаться конкурентоспособной, в то время как корейские бренды вырываются вперед благодаря лучшему дизайну и технологиям. Даже Toyota, казавшийся неприкосновенным гигант, испытывает давление, поскольку конкуренты быстрее приходят к полной электрификации и проектированию автомобилей на основе программного обеспечения. Хотя этим брендам далеко до краха, они не могут позволить себе бездействовать. В чем риск? Попасть в ту же ловушку, что и автопроизводители Детройта в 2000-х – самодовольство. Пока японские бренды пытаются удержаться на плаву, европейские автопроизводители тихо сворачивают свое присутствие на рынке США. Разберемся с этим дальше. Европейские автопроизводители, такие как Peugeot, Citroën и Renault, не смогли по-настоящему закрепиться на американском рынке, но даже те бренды, которым это удалось, сталкиваются с трудностями. Fiat, как мы уже упоминали, практически исчез. Alfa Romeo испытывает проблемы с надежностью, восприятием и низкими продажами. Даже Volkswagen, несмотря на свои глобальные масштабы, вынужден бороться за долю на американском рынке, часто догоняя корейских и японских конкурентов. А поскольку американские покупатели массово переходят на внедорожники и пикапы, сегменты, в которых у европейских брендов меньше моделей, их отступление становится все заметнее. Чтобы выжить, европейским брендам приходится искать узкие ниши или делать ставку на сегмент люксовых автомобилей. Но даже там конкуренция очень жесткая. Итак, что же делать вам, покупателю, прямо сейчас? Об этом мы поговорим дальше. Когда много брендов и моделей на грани исчезновения, какой шаг разумен для автолюбителей? Во-первых, избегайте машин проблемных брендов, если только вам не предлагают выгодную сделку. Chrysler, Fiat, Mitsubishi. Даже если вы сэкономите, в будущем вас могут неприятно удивить низкая остаточная стоимость и проблемы с долгосрочным обслуживанием. Во-вторых, внимательно изучайте, какие модели снимаются с производства. Возможно, вам очень нравится Dodge Charger, но помните, что его бензиновая версия скоро исчезнет. В-третьих, подумайте, насколько ваши потребности соответствуют рыночным тенденциям. Все еще держитесь за бензиновый двигатель или механику, которые могут исчезнуть. Или вы готовы рассмотреть электромобили и гибриды, которые, вероятно, будут доминировать в следующем десятилетии. Сейчас сложно ориентироваться на рынке, но самый большой риск – ничего не делать. Это конец американской автоиндустрии в привычном виде. Подытожим. Американский авторынок стоит на одном из самых серьезных перепутий за последние 100 лет. Традиционные бренды уходят с рынка, бензиновые двигатели постепенно исчезают, электромобили меняют облик отрасли, а конкуренция на мировом уровне стала как никогда острой. Для покупателей, энтузиастов и профессионалов отрасли это может казаться концом целой эпохи, и в каком-то смысле так оно и есть. Но это также начало чего-то нового. Именно те бренды и модели, которые переживут этот переходный период, определят, какими будут американские дороги следующего поколения. Смогут ли электрические масткары Dodge сохранить дух прошлого? Сможет ли Chrysler заново себя изобрести? Удержатся ли японские и европейские бренды на своих позициях? И самое главное, примут ли покупатели будущее или будут цепляться за прошлое? Одно можно сказать точно, ближайшие 10 лет полностью изменят все, что мы знаем о вождении в Америке.